Друзья мои, как вы знаете, в Токио в 2020 году пройдет Олимпиада 2020, Токио, Олимпийские игры. И я хочу сейчас посмотреть, как они готовятся. До Олимпиады остался год. И сейчас мы идем к Олимпийскому стадиону. Посмотрим, что они делают. Успевают ли японцы? Надо ли за них переживать? А пока мы идем, я немножко расскажу про историю вообще появления этого стадиона. Возможно, вы слышали, что в Токио Олимпийские игры уже проводились в 1964 году. Кстати, именно тогда к Олимпийским играм они запустили скоростные поезда, чтобы удивить мир. Удивить мир еще никто не знал, что можно со скоростью более 200 км в час ехать от Токио в Осака. Так, друзья, мы с вами стоим напротив стройки, и здесь будет главный олимпийский стадион во время Олимпийских игр 2020 года. С этим стадионом произошла интересная история. На этом месте был раньше другой стадион, там, где проводились игры 1984 года, а Токио принимает второй раз Олимпийские игры. Первая Олимпиада прошла именно в 1964 году. Сам стадион построили в конце 50-х. Так вот, когда они получали заявку, в 2013 году, когда все города подавали заявку, и Токио в том числе, у них уже был проект. Проект только был другой, он был студии Захи Хадид, и они именно с этим проектом в 2013 году получают право на проведение Олимпийских игр в Токио. После этого, когда уже было решено Олимпиаду проводить в Токио, они сели, подумали, и им что-то показалось, точнее японским архитекторам, что проект Захи Хадид не очень удачный. Кто-то даже сказал, что он похож на черепаху, которая разлеглась в Токио и ждет, когда Японию затопит, чтобы отсюда уплыть. В общем, они сказали, что это все чуждо японской культуре, все вот эти вот гнутенькие линии вообще никак не годится, и нужно бы провести новый конкурс, чтобы выиграл кто-то местный. Как любят говорить, особенно в регионах, что у нас своих архитекторов нет, чтобы мы приглашали каких-то иностранцев сюда. В итоге они проводят в 2014 году второй конкурс, который выигрывает Кенго Кума. Кто бы мог подумать, кстати, тот самый, который больше всех возмущался, что в 2013 году победил проект Захи Хадид. В общем, провели между собойчик, провели новый конкурс. Проект Захи Хадид, с которым Токио выиграл заявку на проведение Олимпиады, они выкинули. И теперь построили такой вот стадион, который, по мнению японских архитекторов, не похож на черепаху, которая разлеглась в Токио и ждет, когда Японию затопит, чтобы отсюда уплыть. А похоже это на такую вот зеленую бочку, единение с природой. Это вот очень по-японски. Такие вот в Японии конкурсы честные. Выигрывают одни, а потом проводят между собой. В этом японцы очень на нас похожи. Я хочу, кстати, напомнить замечательную историю с Тадао Андо, который в баре договорился о строительстве музея. Вот. Так что вот это где-то там договориться в баре, переиграть, возмутиться, провести новый конкурс. Вот она, японская культура. Вот так вот сейчас выглядит стадион. Как понимаю, основные работы уже завершены. И на террасе сейчас высаживают растения. Ну, прекрасно. Этот стадион зато теперь не похож на черепаху. Напишите, на что он похож, и вообще, как вы считаете, насколько честный был конкурс. Так вот. Даже японцы могут жульничать. Но, кстати, что интересно, из-за того, что в Японии мало места, стадион прямо вплотную зажат между дорогами и жилыми домами. То есть обычно стадионы, они располагаются на каких-то открытых участках, но поскольку японцы решили главный стадион не строить заново, а реконструировать старый, который практически находится в центре города, от Сибуи станции минут 20 пешком, то здесь он уже в такой плотной застройке и прямо вот под окнами чьих-то домов. Мы здесь. Стадион находится вот здесь вот, и он прямо вот со всех сторон окружен дорогами и домами. Ну, кстати, что интересно, то все вот это вот старье, которое здесь построено было вокруг стадиона, судя по всему, не реконструировать никак не собираются. Поэтому прямо около новенького стадиона, где будет открытие и закрытие Олимпийских игр в 2020 году, будут стоять вот эти вот старые стадионы из 60-х годов, которые были построены к первой Олимпиаде. А вот с этой стороны уже все закончено. Уже высадили растения. Здесь на этих террасах будут расти растения. И он должен быть такой максимально зеленый, полное единение с природой. Все такое экологичное, милое. Здесь вот за забором остался выход со станции метро. И там стадион. Ну и как обычно у японцев стройка, все очень круто сделано. Все такое чистенькое, белое. На всех японских стройках они делают белые заборы из таких металлических пластин.
потому что это они символизируют чистоту и порядок. Везде вон стоят сигнальные конусы, которые ночью горят, мигают. И обязательно будут такие вот специальные люди рукой показывать направление, куда идти. Да, вокруг стадиона сейчас у них идет какое-то активное строительство, но я почему-то не уверен, что они за год закончат все это. Я уже на секунду начал переживать, что на заборе нет никакой зверушки. И вот появилась мышка, которая о чем-то предупреждает. Все в порядке, мы в Японии. На секунду можно было разволноваться, что мы в другой стране оказались. Японцы очень любят всяких зверят, мультяшных героев, и везде они у них появляются. Мне кажется, у них должны быть специальные компании, которые придумывают вам героя, какого-то корпоративного талисмана или еще что-то, чтобы вы могли его везде использовать. Приходит к ним строительная компания, говорит, нам нужно на заборе нарисовать предупреждающие знаки, но у нас нету смешного, милого героя для этого. Они говорят, вот вам мышка, пожалуйста, получите, распишитесь. Как мило, знак строительной работы. Они его обернули вот так вот, чтобы никто в него не задел. Видите, везде такое все мягенькое. Здесь тоже вон не просто на проволоку к столбу привязали, а проволоку обернули еще такой белой лентой, чтобы все было безопасно. Это в Москве могут повесить знак, о который ты будешь головой биться и голову все разбивать об острые углы, и всем будет плевать. А здесь даже временный знак они устанавливают так, чтобы никто, не дай бог, не повредился. Кстати, еще интересный момент, как они... Вот стройка, сегодня выходной, а стройка не работает. И все строительные материалы закрыты такой аккуратной сеточкой, чтобы ветер ничего не разбросал. Все такое чистое, красивое. Идет все, аккуратненько сложили. По поводу технологий, вообще, что они собираются сделать к Олимпиаде. Они вроде как должны будут запустить какие-то беспилотные такси. Очень много внимания будет уделено переводу, адаптации там всей навигации на разные языки. Во-первых, у них есть уже какая-то система потокового перевода голоса. То есть вы говорите на русском, а ваш собеседник сразу это понимает по-японски. В общем, такое вот маленькое будущее, когда роботы начнут заниматься синхронным переводом. Также у них уже сегодня во многих меню и навигация, информация, где есть, внедряются разные такие QR-коды, наведя на которые вы будете видеть информацию сразу на своем языке. В общем, много внимания должно быть уделено вот именно этой адаптации, локализации. Должно быть всем удобно, понятно и интересно. А вообще основная тема — это экология. Это бережное отношение к окружающей среде. Это главный тренд сегодня в мире. Многие страны уделяют этому много внимания. Я, кстати, рад, что в России на эту проблему тоже обратили внимание. Как вы знаете, сегодня людей очень волнует экология, волнует бережное отношение к природе. Наконец-таки люди начали выходить против свалок, против совершенно неразумного потребления. То, что мы делаем с природой, это, конечно, варварство. И по сравнению с Японией у нас вообще, я не знаю, сколько лет пропасть между нами. Но у Японии есть чему поучиться уже сегодня. Я представляю, что они представят завтра. Так что за всем этим будем внимательно следить. Посмотрим, что японцы построят. Посмотрим, что у них получится. У Олимпиады в Токио будет, кстати, две зоны. Одна, она как раз историческая. Это в том месте, где проводились Олимпийские игры в 1964 году. А вторая, новая, это на насыпных островах, где будут всякие для водных видов спорта построены объекты, где будет располагаться Олимпийская деревня. Олимпийская деревня находится, кстати, прямо на берегу от нового рыбного рынка. Ее хорошо видно с крыши этого рынка. В метро висит реклама полностью низкопольного автобуса. Вот это так было раньше. То есть в японских автобусах задняя площадка, где располагается двигатель, она всегда была приподнята. И сейчас вот они сделали полностью низкопольные автобусы. Висит такая вот реклама, что больше людей теперь помещается, им комфортнее стоять. Вот. И вот тут прямо есть такая схемка, что вот раньше все толпились вот в центре автобуса, а здесь было пусто, потому что там было неудобно стоять. А теперь все равномерно стоят. Японский первый полностью низкопольный автобус уже готов выйти на линию. Ага, это у нас что такое? Это продают подушечку в виде поезда метро. А здесь показаны какие-то локомотивы. Ага. Вот, это про тех, кто обслуживает железные дороги здесь. Чтобы все было готово к новому дню. Значит, вот это все стенды местного департамента транспорта. И здесь показаны у нас два вот этих вот
маскота, талисмана японских Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Маритова и Самейти. Вот такие вот два талисманчика, мальчик и девочка. Вот мы смотрели с вами, как этот район выглядит ночью. Теперь давайте посмотрим, как он выглядит днем. Здесь, конечно, нужно обращать внимание именно на дизайн вот этих вот павильонов. То есть не просто какие-то убогие ларьки, а здесь, видите, вот здесь каждый ларек это такое, как маленький павильон. Шедевр современной архитектуры. Посмотрите. Они сделали такие бамбуковые стебли. И здесь там продается какое-то пиво. Такие вот стульчики. Вот это вообще крутейший. Смотрите, из бетона такая вот форма. И пальмы. Надеюсь, друзья, вы чувствуете разницу между ларьками у метро и такими вот павильонами, где каждый это маленькое произведение искусства. Вот это очень круто. Вот к чему нужно стремиться. Стремиться нужно к красоте. Но опять же хочу напомнить, что по российским нормам вы ничего такое не построите, никогда ничего подобного не сделаете. Как минимум нельзя продавать алкоголь. А тут еще и алкоголь, еще и сигареты продаются. Ой-яй-яй-яй-яй, какой кошмар. И наверняка нормы противопожарные никак не соблюдены. Ужас, надо срочно все закрыть. Кроме всего прочего, в Японии можно изучать, как в невероятно стесненных условиях наводить красоту. В этом плане японцы, конечно, они номер один в мире, когда в каком-нибудь 9-метровом номере в гостинице у вас помещается двуспальная кровать, кучу шкафов, стол, стулья, ванная и чего там только нету. Когда в городе на тесных улочках там всем хватает места и настолько все грамотно продумано и организовано, просто фантастика.